Великая Отечественная война или все-таки Вторая мировая? Часто возникают такие разговоры у тех, кто никогда не учил историю и вообще любит поспорить там, где вот вообще не стоило бы даже рот открывать. Такие нарративы поступают тех, кому как кость в горле стоит один лишь факт победы советского народа над нацизмом. Те, кто пытается переносить даты, там 9, 8 и вообще хоть как-то поднимать эту тему. Давайте окончательно поставим точку в этом вопросе и ответим, почему для нас война все-таки Великая Отечественная. А ответ с помощью субтитров может прозвучать на 5 разных языках, поэтому пересылайте в другие страны, регионы и расширим нашу аудиторию и дадим всем окончательный и ясный ответ. Это проект защиты исторической справедливости патриотического движения Победа 945. Меня зовут Павел Кухаркин, и я вас очень прошу, если вам нравится то, что мы делаем, обязательно подписывайтесь и ставьте лайки, пишите комментарии, я все читаю, все отмечаю, лайкаю и так далее. Поэтому в этом выпуске мы поговорим о феномене названия самой страшной катастрофы 20 века и почему для Европы это была Вторая мировая, а для нас все-таки Великая Отечественная. Поехали! В истории России было две отечественные войны. Первая 1812 года, когда на нашу землю пришла армия Наполеона. Тогда на кону стояло выживание государства, сохранность городов и право народа жить по собственному уставу. Термин «отечественное» прочно сросся с образом борьбы за родной дом и землю. А когда 22 июня 1941 года на Советский Союз обрушился удар гитлеровской Германии, это слово вернулось почти сразу, по зову крови. Уже в радиообращении Вячеслава Молотова в день нападения прозвучали слова о том, что Красная Армия и весь наш народ вновь ведут победоносную Отечественную войну, а затем в публикациях 24 июня 1941 года, в том числе в центральной печати, закрепилось название «Великая Отечественная война». Так страна называет свое главное испытание 20 века. Войну, которая для мировой истории остается частью Второй мировой, а для нас становится личной, народной, предельно кровавой историей выживания. Слово «великое» понадобилось потому, что бедствие, обрушившееся на страну летом 1941 года, не имело для России прежнего, равного по масштабу. Исторической памяти 1812 года оказалось критически мало для описания новой реальности. В названии «Великая Отечественная война» пришлось объединить народный характер борьбы, невиданную широту фронта и чудовищную цену грядущей победы. Ночь на 22 июня 1941 года была теплой и тихой. На западных станциях ожидали утренние составы, в деревнях собирались выходить в поле, в городах спали рабочие кварталы, а вчерашние школьники возвращались домой после выпускных вечеров. Люди строили планы на июль, на осень, на будущую жизнь, не зная, что буквально через несколько часов их жизнь превратится в ад. В 4 часа утра по московскому времени немецкие войска и их союзники начали вторжение на советскую территорию. По фронту от Балтики до Черного моря двинулись сотни дивизий, тысячи орудий, танков, самолетов. Операция «Барбаросса» стала крупнейшим нападением в европейской истории. Против СССР были сосредоточены основные силы вермахта и значительная часть военной мощи покоренной Гитлером Европы. В Берлине были уверены, что Красная Армия рассыпется у границы, а страна за несколько месяцев потеряет управление. Города, промышленность и способность сопротивляться – все падет. Одними из первых целей стали советские аэродромы. Немецкое командование рассчитывало уничтожить авиацию на земле. На многих аэродромах действительно были тяжелые потери, но там, где самолеты успели подняться в воздух, началось ожесточенное сопротивление. Советские летчики вступали в сражение сразу, без времени на раздумья и без права на ошибку. На западной границе одним из первых символов сопротивления стала Брестская крепость. По немецким расчетам это был объект, захватить который точно не составило бы большого труда. Но гарнизон продолжал сражаться в окружении, при нехватке воды, боеприпасов и связи. Позднее на стенах найдут слова «Я умираю, но не сдаюсь», «Прощай, Родина». Несколько слов, которые точнее любой сводки показывают, с каким сопротивлением столкнулся наш враг.
На белорусском направлении немецкие войска рвались к Минску и далее к Смоленску, открывая дорогу на Москву. На юго-западе удар шел через Волынь и Галицию к Киеву, одному из важнейших центров страны. Германский штаб был уверен, что СССР рухнет быстро, но, как показала практика, скорость наступления еще не означает победу. В 12 часов 15 минут по радио выступил Вячеслав Молотов. У репродукторов стояли целые дворы, заводские цеха, вокзалы, деревенские клубы. Люди слушали молча, потому что утренние слухи, тревога и первые сообщения теперь становились официальной реальностью. Затем прозвучали слова, ставшие опорой для миллионов. «Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами». После обращения у военкоматов начали собираться очереди. В Москве, Ленинграде, Минске, Киеве, Свердловске, Горьком, Новосибирске люди везде приходили еще до открытия дверей. Призывники, добровольцы, ветераны, студенты, рабочие, которым можно было остаться в тылу. Многие могли ждать повестки, но шли сами, потому что утром 22 июня война пришла к стране, значит, страна должна встать. В воспоминаниях очевидцев повторяется одна и та же картина. Женщины стараются не плакать, мужчины говорят коротко. Дети до конца не понимают происходящее, а по лицам уже видно, что началась другая жизнь. Кто-то уходил утром и возвращался через 4 года, кто-то не возвращался вовсе. Кто-то в тот же день оказался в санитарном поезде, в маршевой роте, в окопе, у заводского станка или на рытье оборонительных рубежей. Именно поэтому для Советского Союза это не было отвлеченной частью мировой войны. Для нас она в тот же день вошла в каждый дом. Она стала борьбой за мать и ребенка, за родную речь, за книги на полке, за хлеб на столе, за могилы предков, за города, которые предстояло выстоять, просто чтобы выжить. С этого утра начались 1418 дней величайшего испытания. Гитлер шел на восток как победитель, уверенный, что история уже подписала ему все заранее. История выслушала его молча, а потом ответила Москвой, Сталинградом и Берлином. Уже в июле 1941 года в Москве началось формирование дивизий народного ополчения. Столица выставила 160 тысяч добровольцев, включая 20 тысяч из области. Это были рабочие, инженеры, преподаватели, студенты, служащие, люди, которым никто не обещал легкой судьбы и которых никто не учил воевать годами. Ленинград поднялся не менее сурово. К сентябрю 1941 года в строй добровольческих дивизий и отдельных батальонов встали 135 тысяч ленинградцев. Город не ждал милости от врага и не надеялся на его благоразумие. Он вооружался, копал, строил оборонительные рубежи, формировал части и готовился держаться столько, сколько потребуется. Но Отечественная война потому и отечественная, что фронт в ней не кончался линией окопов. Пока на западе шли тяжелые бои, в тылу совершалось другое, не менее великое дело – спасение и развертывание промышленности. В течение июля-ноября 1941 года на восток было перебазировано около 1600 промышленных предприятий. Это была гигантская операция. Вывозили станки, котлы, турбины, прессы, металл, документацию, специалистов, семьи рабочих, и все это не для хранения, а для того, чтобы через считанные недели снова дать фронту снаряды, танки, самолеты. У пустующих станков очень быстро появлялись новые люди. Мужчины уходили на фронт, и в цеха вставали женщины, старики, подростки. Те, кого еще вчера почти никто всерьез не представлял у тяжелого станка, на погрузке, на военном производстве. Война не спрашивала, готов человек или нет. Она просто забирала привычный порядок и требовала результата. Пока одни делали оружие, другие держали его в руках, и это был один общий механизм. В оккупированных районах поднимались партизанские отряды, работало подполье, создавались склады, явочные квартиры, подпольные типографии, линии связи. Там цена ошибки измерялась сразу арестом, пытками, расстрелом, виселицей. Нацисты строили свой новый порядок с комендатурами и доносами, карательными операциями. Советское подполье отвечало разведданными, сорванными эшелонами, взрывами, уничтожением складов и гарнизонов. Не менее важным был и другой фронт. Фронт добровольной народной помощи армии. По всей стране шел сбор средств на танковые колонны, авиаэскадрильи, военные займы, обмундирование, подарки бойцам. Архивные документы Российского исторического общества фиксируют десятки таких инициатив, от районных постановлений о сборе средств на танковые колонны
до благодарности фронтовиков за машины, построенные на народные деньги. Народ буквально вкладывал в победу свои трудовые рубли. Вот здесь и раскрывается подлинный смысл самого слова «отечественное». В 1941 году воевал не только солдат с винтовкой. Воевала столица, вставшая в ополчение. Воевал Ленинград, превращенный в крепость. Воевал Урал, принявший эшелоны заводов. Воевали женщины у мартенов и подростки у токарных станков. Воевали колхозники, собиравшие хлеб для фронта. Воевали подпольщики, уходившие на смерть без громких слов. И поэтому эта война стала не только сражением армий, но и всенародным подвигом страны, поднявшейся целиком. В Берлине были уверены, что Красная Армия рассыпется за недели, Москва пойдет быстро, а дальше останется только распределить все ресурсы, нефть, зерно, территории, ну и плюс план Оста, о котором мы говорили. Советско-германский фронт быстро объяснил разницу между штабной самоуверенностью и настоящей войной. Именно здесь, на Восточном фронте, Германия потеряла то, что уже не смогла восстановить. Лучшие кадры, технику, инициативу, уверенность, саму возможность победы. По данным отечественных исторических изданий, Красная Армия разгромила 607 дивизий противника. Финал наступил в Берлине. 16 апреля 1945 года началась Берлинская операция. В ней участвовали первый белорусский, первый украинский и второй белорусский фронты. Советская группировка насчитывала около 2,5 миллионов человек. Более 6 тысяч танков и САУ, около 7,5 тысяч самолетов. Это был не рейд, а последний приговор Рейху. 30 апреля 1945 года над Рейхстагом было водружено Знамя Победы. 2 мая Берлин капитулировал. Город, откуда обещали тысячелетнее господство, продержался против Красной Армии считанные дни. 1000 лет вообще оказались крайне коротким проектом. 9 мая по московскому времени был подписан акт о безоговорочной капитуляции Германии. И у этой победы была цена, о которой до сих пор невозможно говорить спокойно. Потери Советского Союза составили практически 27 миллионов человек. За этой цифрой стоят фронтовики, погибшие в боях и плену, мирные жители, расстрелянные в оккупации, умершие от голода, бомбежек, болезней, каторжного труда и лагерей. Это больше, чем население многих европейских стран целиком. И именно поэтому любая попытка говорить о той войне легким тоном выглядит как минимум странно. И огромную часть этих потерь составили именно мирные люди. Германия вела на советской земле войну против армии, населения, городов, деревень, семей, детей, стариков, против всего нашего существования. Там, где проходила линия фронта, оставались сожженные дома и разбитые улицы. Там, где устанавливалась оккупационная власть, появлялись виселицы, лагеря, расстрельные рвы, голод, доносы и карательные операции. Нацистский так называемый новый порядок оказался системой террора с бланками, печатями и педантичной жестокостью. Самым страшным символом гражданской жертвы стала блокада Ленинграда, продолжившаяся с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944. 872 дня. Не каждая страна столько продержалась. По официальным данным, от голода, обстрелов и бомбардировок погибли сотни тысяч жителей. В современной историографии называются разные ужасающие цифры, но неизменным остается главное. Город пережил одну из крупнейших гуманитарных катастроф 20 века. При этом город продолжал жить и работать. Заводы выпускали вооружение, по дороге жизни через Ладогу шли грузы и эвакуация. Люди спасали друг друга, учились, работали, держались в условиях, которые сами по себе были смертельным приговором. На оккупированных территориях Белоруссии, России и Украины враг применял тактику выжженной земли и карательных экспедиций. Только на территории Белорусской ССР были уничтожены тысячи населенных пунктов, в том числе сотни вместе с жителями. Разрушения городов носили колоссальный характер. По официальным данным, на территории СССР были разрушены 1710 городов и поселков гражданского типа, свыше 70 тысяч сел и деревень, уничтожены десятки тысяч предприятий, школ, больниц, библиотек. Когда сегодня кто-то легко произносит слово «восстановление», полезно напомнить, что после 1945 года страна поднимала из руин пространство размером с континент. Война оставила после себя миллионы человеческих судеб, сломанных навсегда, сироты, потерявшие родителей, вдовы, десятилетиями хранившие похоронки, инвалиды войны, вернувшиеся без руки, без ноги, без зрения, но с орденами на гимнастерке
и молчание, в котором было больше содержания, чем в речах. Эти люди не жаловались. Им было некогда. Нужно было заново строить страну. Отдельная трагедия связана с военнопленными и угнанными на работы. Миллионы советских граждан прошли через лагеря, концлагеря, рабский труд в Германии на оккупированных территориях. Многие не вернулись. Те, кто вернулся, часто приходили домой в пустые деревни или в города, где не осталось прежней улицы, прежнего двора, прежней семьи. Поэтому слово «великое» в названии этой войны связано и с победой, и с ценой, которую за нее заплатили. Великим был масштаб сражений, великим было сопротивление, великой была жертва. И, пожалуй, самое главное, великой оказалась способность народа выдержать удар, после которого другая страна могла бы была просто исчезнуть. Советский Союз получил победу, страшно дорогую, выстраданную, оплаченную миллионами жизней. Поэтому для нас эта война великая, отечественная, не только потому, что победили, но и потому, что такую цену способен вынести только великий народ. Друзья, на этом все. Я думаю, комментировать это сложно, но я вас попрошу написать комментарий просто для того, чтобы это видео попало в алгоритмы и как можно больше людей его увидело. Для этого не забывайте подписываться, ставить комментарии. Это помогает нашему проекту существовать. До новых встреч. Пока.